Как вы уже догадались, она так и не вернулась. Хозяин отвел ребенка в приют. Но, как вы уже догадались, Льюис Ю постоянно обижали. Но его друг Лю Сиоюй заступался за него и жаловался воспитателям. Лю Сиоюй всегда была рядом с Льюис Ю, даже когда он болел. Теперь Льюис Ю уже вырос и больше не живет в приюте, но чувствует себя одиноким. Он бросает камень в стену, и тут к нему подходит улыбающаяся Лю Сиоюй. Он улыбается в ответ и спрашивает, почему она снова сбежала из приюта. Он берет ее за руку, чтобы отвезти обратно, но она отказывается, говоря, что хочет остаться с ним. Он соглашается и забирает ее. На фестивале Льюис Ю слышит, как пара обсуждает новости. Они говорят о мальчике, который излучал синий свет из руки, и о другом парне, который поднял 2 килограмма. Мужчина говорит, что это, возможно, суперспособности или просто обман. Льюис Ю все еще подслушивает, когда Лю Сиоюй тянет его за собой, чтобы посмотреть представление. Они не могут видеть с задних рядов. Тогда Льюис Ю берет ее за руку и ведет вперед, чтобы было лучше видно. Когда они подходят ближе, артист бросает в них огонь. Внезапно время замирает, и огонь окутывает его, открывая воспоминания о вращающемся в космосе мече. Его ожерелье, которое он носит уже какое-то время, на несколько секунд ярко вспыхивает, а затем время возобновляет свой ход. Льюис Ю в замешательстве от того, что только что произошло. Артист продолжает представление, эффектно жонглируя огнем и не обжигаясь. Льюис Ю заворожен, он гадает, волшебство это или суперспособности. Представление заканчивается фейерверком. Лю Сиоюй, удивленная, спрашивает Льюис Ю, как это сделал артист. Он отвечает, что понятия не имеет. Льюис Ю провожает Лю Сиоюй домой и идет прогуляться, размышляя о странных событиях. Он переходит дорогу, не замечая мчащийся на него грузовик. Водитель пытается избежать столкновения, но уже слишком поздно. В полубессознательном состоянии Льюис Ю парит в воздухе, слушая колыбельную, которую пела ему мама. Он лежит на дороге, истекая кровью, и перед его глазами проносятся воспоминания о жизни в приюте и с Лю Сиоюй. Он теряет сознание, и перед ним в воздухе появляется панель загрузки. Загрузка заканчивается, и на экране появляется сообщение. Ожерелье Льюис Ю вспыхивает, поднимается с его шеи и поднимает его в воздух. Ожерелье начинает светиться ярче, трескается и окутывает Льюис Ю светом. Свет проникает в его сердце и распространяется по нервной системе как жидкость. После этого его сердце снова начинает биться, и его аккуратно опускают на землю. Водитель, испугавшись, что сбил Льюис Ю, выходит из грузовика. Льюис Ю открывает глаза, вспоминая аварию, но не чувствуя боли. Он гадает, появились ли у него суперспособности, но думает о том, как получить компенсацию. Водитель, в ужасе увидев, что Льюис Ю стоит как зомби, требует денег за то, что его сбили. Водитель, думая, что Льюис Ю призрак, быстро уезжает в страхе. Разочарованный Льюис Ю отправляется в круглосуточный магазин за лапшой. Кассирша напугана, увидев кровь на голове Льюис Ю, а над головой кассира появляется положительное число плюс 233. Не желая пугать мужчину еще больше, Льюис Ю бросает деньги, забирает лапшу и убегает. Он врезается в парочку, и над их головами тоже появляется 10-й плюсик. Это кровь с головы, прежде чем войти в них. Лю Сиоюй видит пятно крови и спрашивает, что случилось. Он говорит ей, что его сбил грузовик, но в этом нет ничего страшного. Лю Сюй принимает душ, чтобы смыть кровь, и осматривает себя. Сбитый с толку тем, почему он не ранен, он смотрит на свою руку и видит отметину на ладони, осознавая, что в этом есть что-то шокирующее. Люксу сидит на своей кровати, когда понимает, что все, что он видел, не было сном. Он закрывает глаза, чтобы подумать, но перед ним включается экран дисплея, на котором играет громкая игровая музыка. Лу Сюй в шоке. На экране дисплея появляются какие-то надписи, а затем появляется список имен и баллов. Лу Сюй в замешательстве, так как он не знает этих людей. Но потом он вспоминает, что видел, как на лицах людей, с которыми он сталкивался ранее, появлялись цифры. Он понимает, что, пугая людей, он получает доход от их негативных эмоций. Улыбаясь, он приходит к выводу, что у него пробудились сверхспособности, и называет себя повелителем демонов. Чем больше негативных эмоций он накапливает, тем сильнее становится, и он начинает злобно смеяться. Лу Саою кричит на него, чтобы он замолчал, и спрашивает, не сошел ли он с ума. Он кричит ей в ответ, чтобы она продолжала готовить и не лезла не в свое дело. Заинтригованный своим открытием, он задается вопросом, сколько он заработал. Он нажимает на кнопку лотереи на экране, и колесо крутится и останавливается, но он ничего не выигрывает. Он пробует еще раз, но снова ничего не выигрывает. На третий раз он что-то выигрывает. Он взволнован, из экрана появляется яблоко и падает ему в руку. Он откусывает кусочек, и яблоко начинает светиться, а вместе с ним и его тело. Льюис Ю чувствует себя бодрым и сытым. Он решает попробовать еще раз. Его доход составил 501, но каждый раз он теряет по 100. К счастью, на третий раз он снова выигрывает. На этот раз получает свиток. В свитке записано колыбельная «Мерцай, мерцай, звездочка». Льюис Ю разочарован, но решает спеть ее. Пока он поет, все вокруг замирает.
Его тело начинает светиться, и яркая звезда из космоса летит к нему в комнату. Луис Ю открывает глаза и оказывается в космической зоне со своим экраном. Он зовет Лою, спрашивая, видела ли она, как кто-то вылетел в окно. Она кричит в ответ, спрашивая, не сошел ли он с ума, и говорит, что никого не видела. Он удивляется, как он оказался здесь, и Лю Сеоюй спрашивает, что ему добавить в лапшу. Он говорит, что лук. На экране появляется сообщение, что он получил несколько десятков очков от Лю Сеоюй. Он понимает, что это из-за того, что он ее разозлил. Он добавляет, что она должна добавить еще кориандр, это принесет ему еще 10 очков. Лю Сеоюй кричит, чтобы он сам пришел и приготовил. Он говорит, что она должна готовить, и это ее очень злит, и он получает 100 очков. Люэс Ю и Лю Сеоюй едят и смотрят телевизор, когда он вдруг чувствует опасность, но не понимает, откуда она исходит. В новостях сообщают о пожаре в торговом центре неподалеку. Понимая, что опасность близко, Люэс Ю чувствует, что она исходит с крыши. Он выбегает, говоря Лю Сеоюй, чтобы она оставалась дома, несмотря на то, что она хочет пойти с ним. Забравшись на крышу, он видит двух мужчин в черном, которые перепрыгивают с одной крыши на другую. Один из них смотрит в его сторону, и Люэс Ю быстро прячется. Мужчины направляются к его дому. Зная, что если его поймают, это будет опасно, и что он нужен Лю Сеоюй, он быстро хватает корзину с редиской и спускается по лестнице. Мужчины замечают его и спрашивают, что он делает на крыше. Чувствуя исходящую от них опасность, он притворяется, что пришел за редиской. Мужчины переговариваются между собой и решают, что он выглядит нормально, предупреждая его, что вокруг опасно. Он смеется и возвращается в дом. Люэс Ю с облегчением вздыхает, когда заходит в дом. Но тут Лю Сеоюй спрашивает, с кем он разговаривал. Он собирается ответить, когда с крыши падает человек. Они выбегают посмотреть, что с ним. Люэс Ю оглядывается в поисках преступника и узнает в нем Лян Ци, артиста, который жонглировал огнем. Он думает, не Лян Ли Ци устроил пожар и убегал от людей в черном. Он также беспокоится, не было ли пожара достаточно сильным, чтобы пострадали люди. Лю Сеоюй тыкает Лян Ци палкой и спрашивает Люэс Ю, что им делать. Он говорит, что не может его оживить, поэтому Лю Сеоюй должна позвонить по номеру 120, вызвать скорую помощь и, пока они ждут, приготовить Лян Ци суп. Но потом он говорит, что звонок в скорую платный, а у них нет денег. Он предлагает сказать, что они не знают Лян Ци, и тогда больница выставит ему счет, когда он очнется. Люэс Ю видит, что Лян Ци дергается и получает 70 очков. Поняв, что Лян Ци не без сознания, Люэс Ю приходит в голову коварная мысль. Он говорит Лю Сеоюй, что им не нужно помогать, и это добавляет ему 107 очков. Она настаивает, чтобы они занесли его в дом, но он отказывается, чем злит Лян Ци и зарабатывает целых 470 очков. Лян Ци перестает притворяться и просыпается, просит воды. Люэс Ю приносит ему снег, чем злит Лян Ци и зарабатывает еще больше очков. Лян Ци сдувает снег и поворачивается к Лю Сеоюй, просит ее помочь. Люэс Ю прижимает его к земле, зарабатывая 800 очков. Чем сильнее он давит на Лян Ци, тем больше очков теряет. Лю Сеоюй в замешательстве, а Лян Ци кричит на Люэс Ю, чтобы тот остановился, но Люэс Ю говорит, что Лян Ци нужно отдохнуть, подозревая, что что-то не так. Лян Ци хватает Люэс Ю за руку и обжигает ее, но система Люэс Ю срабатывает и гасит огонь. Лян Ци пытается снова, но огонь каждый раз гаснет, и Люэс Ю теряет еще больше очков. Люэс Ю смущенно улыбается. Лян Ци начинает извиняться, говорит, что это была шутка. Люэс Ю делает вид, что верит ему, хватает Лян Ци за руку и сжимает ее, зарабатывая еще больше очков за его боль. Затем он отпускает его и предлагает вызвать скорую, но Лян Ци отказывается, продолжая злиться. Люэс Ю желает ему счастливого пути домой, получая еще больше отрицательных очков от раздраженного Лян Ци. Люэс Ю возвращается в свою комнату и смотрит на метку на своей руке. Понимая, что Лю Сеоюй не видит отрицательные очки, как он, Люэс Ю открывает экран и нажимает на кнопку магазина, чтобы посмотреть, что там есть. Единственный предмет, который там появляется, ярко светится и оказывается у него в руке в виде желтого шарика. Люэс Ю видит, что это небесный плод, и съедает его. Снова яркая звезда из космоса спускается на Землю и входит в его тело, перенося сознание Люэс Ю в космическую зону. На этот раз он видит, как вокруг большой планеты вращаются несколько других. Одна из них освещается ярким светом и начинает светиться, затем еще одна. Затем из его тела исходит яркий свет, и Люэс Ю приходит в себя. Он часто дышит и видит, что его метка немного изменилась. Затем он встает и легко поднимает свою кровать. Он слышит новости по телевизору о жертвах пожара. Люэс Ю решает отправиться туда, чтобы собрать негативные эмоции. На следующий день он идет на рынок, чтобы продать свои яйца по высокой цене, что злит людей и приносит ему несколько отрицательных очков. Позже он идет в школу.
На перемене одна девочка кричит на одноклассников, чтобы они замолчали, пока она смотрит видео о пробужденных людях на сайте. Другие присоединяются к ней, но Льюис Ю не смотрит. Вместо этого он включает видео на своем телефоне. В видео объясняется, что пробужденные делятся на 6 уровней от A до F. Уровень F сильнее, чем у обычных людей. Уровень E обладает элементарными способностями. Уровень D может эффективно останавливать оружие. Уровень C может противостоять человеческому оружию. Уровень B может черпать силу из небес и земли, а уровень A может резонировать с небом и землей. Здесь также упоминается, что повышение уровня может быть достигнуто путем врожденного пробуждения и совершенствования, и что врожденное пробуждение в конечном итоге произойдет с каждым. Лу Сюй осознает, что он находится на уровне F, и задается вопросом, как происходит повышение уровня. Он встает со своего места и кричит, что кто-то проснулся, привлекая внимание своих одноклассников. Когда они спрашивают, кто это, он улыбается и говорит, что на сайте не указано, что именно, что раздражает их и приносит ему отрицательные баллы. Как раз в этот момент в комнату врывается одноклассник и говорит, что кто-то действительно проснулся. Они думают, что он ссылается на веб-сайт, но он настаивает, что это реально и что это похоже на Хии, одноклассника, который поссорился с учителем и повел учителя на крышу, чтобы уладить это дело. Они все бросаются туда и видят, как Лай Кай держит учителя на крыше, угрожая сбросить его. Лю Сюй выходит вперед и спрашивает их классного руководителя, почему он это делает, ведь это нарушает порядок в школе. Это злит классного руководителя, который кричит на него, чтобы он заткнулся, и это вызывает у Лю Сюя некоторые негативные эмоции. Двое мужчин в черном пытаются остановить Лай Кая на глазах у учеников. Лю Сюй обеспокоен тем, что вокруг так много негативных эмоций, и задается вопросом, как их собрать. Лай Кай поднимает учителя в воздух, собираясь сбросить его вниз. Директор советует ему передумать из-за юридической ответственности, но Лай Кай говорит, что он несовершеннолетний и не будет наказан. Лю Сюй делает шаг вперед и говорит, что будет наказан за свой проступок, объясняя, что закон предусматривает наказание за преступления несовершеннолетних. Это шокирует и смущает всех присутствующих. К тому времени, как он заканчивает свою речь, Лю Сюй набирает около 10 баллов. Хай, которому надоело слушать Лю Сюя, отвлекается и не замечает, как люди в черном нападают на него и связывают, спасая учителя. Ситуация разрешилась, и все вернулись в класс. Одна из одноклассниц Лю Сюя хвалит его за сообразительность и спрашивает, откуда он знал, что Кай не бросится на учителя. Лю Сюй говорит, что не знал и не волновался об этом, чем раздражает девушку и зарабатывает еще 400 баллов. Лю Сюй возвращается в класс и видит двух медиков в полном обмундировании с подносом, на котором лежит медицинское оборудование. Он вспоминает, что сегодня проводится тест на пробуждение, и ему должны взять кровь. Учительница просит его сесть, чтобы начать, но Лю Сюй пытается сбежать, говоря, что у него болит живот. Однако огромный медик преграждает ему путь, и план Лю Сюя проваливается. Он первый, у кого берут кровь. После школы Лю Сюй спешит домой, потому что знает, что Лю Сюй будет ждать его и расстроится, если он опоздает. Когда он открывает дверь, Лю Сюй спрашивает, почему он задержался. У нее болит голова. Лю Сюй проверяет ее лоб и понимает, что у нее жар. Он разрешает ей отдохнуть в постели, пока он ее лечит. Она спрашивает, купил ли он картошку, которую обещал. Он уверяет ее, что купил, и спрашивает, откуда у нее жар. Она говорит, что стирала его одежду на улице, и вода была холодной. Лю Сью говорит ей, чтобы она отдохнула, пока он сходит за лекарством. Выходя из комнаты, он думает о том, чтобы раздобыть звездный фрукт, который мог бы помочь ей справиться с лихорадкой. Он начинает с лотереи, крутит барабан 5 раз, но ничего не выигрывает, и это его расстраивает. На 6-й попытке он что-то выигрывает, но это не фрукт. Он продолжает крутить барабан и снова выигрывает, но это не фрукт. Наконец, он возвращается в комнату с красным фруктом, который выиграл, и дает его Лю Сюй. Она берет фрукт, съедает его и чувствует себя лучше, болезнь отступает. Она спрашивает, что это за фрукт, и говорит, что он сразу же растворился у нее во рту. Лю Сью шутит, что это дьявольский фрукт, но она не верит. На следующий день в школе учитель объявляет, что в городе открылся класс для учеников с особыми способностями и представляет учителя по имени Роман 11 Фей. Лю Сью в шоке, потому что Роман Фей – один из тех мужчин в черном, которые были на его крыше в ночь пожара. Роман Фей говорит, что учитель назовет имена некоторых учеников, и они должны будут прийти на занятия. Учитель начинает называть имена, и одноклассники удивляются, когда слышат некоторые из них. Когда учитель доходит до последнего имени и называет Лю Сью, все в шоке, и это добавляет Лю Сью еще несколько отрицательных баллов. Всех учеников из класса для одаренных отводят в специальный класс, где Роман 11 Фей объявляет, что он будет их учителем и будет обучать их культивации. Лю Сью удивляется, зачем им нужен этот специальный урок, и спрашивает, не заключили ли правительство и группа людей в черном, известная как сеть, какое-то соглашение о неразглашении. Роман 11 Фей начинает с того, что они будут использовать сплав натрия и калия,
потому что жидкий металл подходит для проверки человеческой крови и может взаимодействовать с аурой неба и земли. Это поможет выявить их способности. Он достает пробирку со сплавом, и тот начинает светиться. Льюис Ю восклицает, что это звучит слишком научно, но студент рядом с ним говорит, что сплав натрия и калия использовался в качестве охладителя в ядерных реакторах. С возрождением ауры, возвращающейся на Землю, многие металлы стали проводниками для передачи ауры, а некоторые можно превратить в магические предметы. Он говорит, что если они будут достаточно тренироваться, то смогут создавать свое собственное магическое оружие из этих металлов. Льюис Ю хвалит его за знания. Роман «11 фей» объясняет, что если кровь пробужденного человека соприкоснется со сплавом натрия и калия, сплав из серебристого станет черным. Чем темнее цвет, тем выше уровень человека. Разные оттенки цвета от самого темного до самого светлого разделят их на классы от A до F. Роман «11 фей» объясняет, что 17 месяцев назад произошли изменения в окружающей среде. Ученые наблюдали большое количество позитронов, что привело к появлению новых способностей и биологических явлений. Это пробудило уникальную способность к самосовершенствованию, которая изменила путь человечества к невежеству. Роман «11 фей» говорит, что добавит информацию об уровнях в их учебную группу после урока, но предупреждает, что высокий уровень не делает человека лучшим. Чтобы стать хорошим, нужно постоянно развивать свои навыки. Он говорит им, что они будущее своей великой страны и должны усердно работать. После занятий Лю Сю идет домой вместе со своим новым другом Джаном. Они проходят мимо одноклассников, которые смеются над Лю Сюем, потому что он учится на самом низком уровне в классе F. Джан спрашивает, не раздражает ли его это. Но Лю Сюй говорит, что ему все равно. Затем он пишет что-то в их учебной группе, называя всех их куриными мозгами, что их злит. Но это приносит Лю Сюю отрицательные очки за их негативные эмоции. С того дня Лю Сюй начинает есть звездные фрукты, чтобы развивать свою силу. Это постепенный процесс, потому что он не слишком быстро прокачивается. Он ест фрукты, и они исчезают, как обычно, чтобы пополнить его запасы. Однако на экране появляется сообщение, что он исчерпал свой бюджет на фрукты. Фрукты были перенесены с колеса фортуны в магазин, и их больше нельзя выиграть. Он открывает свой магазин и видит, что теперь может купить фрукты за 1000 отрицательных очков. Он не против и решает покрутить колесо, чтобы посмотреть, что еще можно добавить в свой магазин. Лю Сюй ест за столом, когда чувствует запах Лю Сюя. Она поворачивается и видит, что он держит миску с дымящимся вонючим тофу. Она спрашивает, как он его достал, и он отвечает, что выиграл его. Она удивлена, что он не только выигрывает фрукты на колесе фортуны, но и вкусную еду. Он дает ей поесть, но Лю Сюй говорит, что хочет сейчас блинчики и фрукты. Лю Сью пытается достать что-нибудь из колеса, но вместо этого достает вонючий тофу. Лю Сюй разочарованный начинает ныть, что он больше не крутой, раз не может достать ей блинчики и фрукты, и спрашивает, что он собирается с этим делать. Лю Сью не сдается и продолжает крутить колесо, пока наконец не достает что-то новое. Из экрана появляется свиток, и Лю Сюй спрашивает, что это. Свиток излучает черный свет и попадает к Лю Сюй. Из космоса появляется черная звезда и входит в нее. Она открывает глаза и оказывается в небесной зоне. Она возвращается в реальность и спрашивает Лю Сью, что произошло. Он говорит ей, что она, должно быть, проснулась, и просит ее сосредоточиться. Она закрывает глаза и снова оказывается в небесной зоне. Ее большая планета излучает черные миазмы, которые входят в ее тело. Она открывает глаза и начинает радоваться, что проснулась. Лю Сью, однако, беспокоится, потому что небесная карта Лю Сюй противоположна его карте, и он задается вопросом, что означают две противоположные звездные системы. Его также беспокоит, что в его инвентаре много вонючего тофу, и он не знает, когда получит что-то новое. Но потом ему приходит в голову идея продать вонючий тофу, чтобы заработать немного денег. На следующее утро он выходит из дома, чтобы начать свой новый бизнес, но видит, как его сосед-старик тренируется с мечом. Старик приветствует его и спрашивает, куда он направляется. Лю Сью говорит, что собирается заработать денег на учебу. Он спрашивает старика, что он делает, и тот отвечает, что тренируется в фехтовании. Старик спрашивает Лю Сью, не хочет ли он учиться у него, но Лю Сью отвечает, что не хочет, чем шокирует старика и зарабатывает себе несколько отрицательных очков. Старик разочарован, ведь Лю Сью обладает теми навыками и качествами, которые он ищет в учениках. Его жена подходит к нему и говорит, что Лю Сью все равно не хочет учиться у него. Лю Сью начинает продавать вонючий тофу на своем прилавке, и многие люди покупают его продукцию. Он также зарабатывает отрицательные очки из-за негативных эмоций окружающих. Благодаря хорошим продажам у него достаточно денег, и он с важным видом идет в школу, раздражая одноклассников. В течение всего дня он зарабатывает отрицательные очки в школе.
После школы он возвращается домой и использует свои отрицательные очки, чтобы призвать золотой небесный плод. Он оказывается на своей небесной карте, но место изменилось. 7 планет вокруг большой планеты ярко светятся, и метка на его руке тоже светится. Он решает направить руку с меткой на одну из планет. Весь свет на ней собирается на большой планете, а затем поднимается вверх, образуя меч в его руке. Он может двигать меч, не прикасаясь к нему. Он понимает, что планеты — это 7 туманностей, а большая посередине — его душа. Он открывает глаза и пытается понять, может ли он использовать меч, который может призвать, не прикасаясь к нему. Он заставляет меч вращаться по комнате, и тот протыкает несколько его книг. Он доволен этим и понимает, что добился этого, открыв одну туманность. Если он сможет пройти через все 7, то станет сильным. На следующем занятии в Даюане Роман 11 изучает ученика с помощью божественного круга, а остальные наблюдают. Камень в его руке светится. Льюис Ю спрашивает, что это за камень, и Чжан говорит, что это камень духов, в котором много энергии. Через несколько дней они получат свои собственные камни, чтобы использовать их на практике. Они внимательно следят за демонстрацией, когда Роман 11 говорит ученикам вернуться и продолжить практику, потому что он еще не достиг своей цели, чем шокирует класс. Он объясняет, что их вызовут на практику и будут оценивать прогресс. Он рассказывает им о технике под названием «Метафизика двух инструментов», которая обещает повысить эффективность. Льюис Ю использует эту технику со своим камнем, и от него исходит яркий свет, который попадает на его небесную карту. Однако его меч начинает двигаться и сталкивается со светом, гася его. Льюис Ю открывает глаза, тяжело дыша, и удивляется, почему его небесная карта так сильно реагирует, и приходит к выводу, что уроки Романа 11 бесполезны. На следующий день Льюис Ю идет к своему прилавку, но видит, что его старый сосед тренируется с мечом. Он спрашивает мужчину о его мече, и тот спрашивает, не хочет ли он научиться. Льюис Ю говорит, что хотел бы, но есть проблема. Мужчина говорит ему начать тренироваться, а потом они смогут обсудить его проблему. Льюис Ю возвращается вечером после работы, чтобы начать тренироваться со стариком. Старик дает ему набор утяжелителей для рук, от самых легких весом в 30 фунтов до самых тяжелых весом в 300 фунтов, и говорит, чтобы он надевал их во время тренировок. Льюис Ю говорит, что техники из класса Даюань уже учат их, как увеличивать силу напрямую. Старик объясняет, что Шизуджин — лидер, который стремится передать 3 учения даосизма, подчеркивая, что никто не может превзойти его в тренировках. Но Лю Сюй должен понимать, что для достижения такого уровня нужна практика. Пока старик продолжает говорить, Лю Сюй задается вопросом, не является ли Шизуджин членом небесной сети, и не он ли разрабатывает упражнения для их класса. Старик настаивает, что Лю Сюй не может пропускать ни одного этапа тренировок, и советует начать с самого легкого пояса и постепенно переходить к более тяжелым. Лю Сюй небрежно берет самый легкий пояс и подбрасывает его в воздух, как будто это бумага, и легко ловит. Он спрашивает старика, можно ли сразу перейти к самому тяжелому поясу, и это злит старика. Он объясняет, что у Льюис Ю пробудилась система силы, которая позволяет ему легко справляться с такими задачами. Затем старик берет со стола листок бумаги, и Лю Сюй спрашивает, что он собирается с ним делать. Сосредоточившись, старик окутывает бумагу энергией маны, расправляет ее и поднимает. Затем быстрым движением бумага высвобождает мощный поток энергии, который проходит сквозь землю и аккуратно разрезает ближайшую стену пополам. Лю Сюй с изумлением наблюдает, как старик демонстрирует силу техники концентрации. Старик советует Лю Сюю, что лучше освоить что-то одно, чем заниматься многими вещами, и несмотря на все уловки, путь меча остается главным. Он бросает Лю Сюю ржавый меч и приказывает разрубить им воздух. Льюис Ю встает в стойку и начинает тренироваться, но старик подходит к нему, чтобы поправить его позу. Он говорит, что Льюис Ю хочет быть сильным, но ему не хватает контроля над своим телом. Старик напоминает ему, что у мышц нет памяти, только талант. Льюис Ю снимает куртку и начинает размахивать мечом более точно и изящно. После 1000 взмахов мечом Льюис Ю наконец-то овладевает первым шагом техники владения мечом. На следующий день в школе Льюис Ю видит, что Шизуджин пришел к нему домой. Он быстро выбегает из школы и видит у себя во дворе Лю Сиою и старика вместе с Шизуджином. Лю Сиою спрашивает, зачем он пришел, и Шизуджин отвечает, что он пришел кое-что забрать. Она спешит в дом, чтобы помочь ему. Шизуджин поворачивается к Льюис Ю и спрашивает, кто он такой. Льюис Ю представляется учеником из соседней школы. Шизуджин спрашивает, не учится ли Льюис Ю у старика, но тот смеется и говорит, что не может учить ученика уровня F. Он прогоняет Шизуджина, и тот быстро уходит. Льюис Ю замечает, что Шизуджин ученик уровня B, и спрашивает старика, входит ли Шизуджин в топ-лист небесной сети. Старик объясняет, что Шизуджин обычный человек в сети и простолюдин уровня B.
Он уверяет Люэ Сью, что волноваться ни о чем, ведь никто не заподозрит, что он его учит. Люэ Сью спрашивает, не обидел ли Шизуджин старика, но тот уверяет, что все в порядке, цитируя поговорку о том, что друзьям издалека не нужны формальные приветствия. Перед тем, как уйти, старик дает Люэ Сью пробирку с натриево-калиевым сплавом и просит проверить уровень натрия и калия. Люэ Сью убеждается, что на берегу никого нет, и проводит тесты той же ночью, надеясь, что небесный плод, который он съел, подействует. Лю Сиоюй тоже участвует в эксперименте, и их пробирки темнеют, когда в них помещают кровь. Люэ Сью проверяет свою пробирку и видит, что она стала темно-синей, как уровень А, и это его удивляет. Но тут пробирки начинают пузыриться, и у Люэ Сью появляется синий оттенок, а у Лю Сиоюй темные завихрения. Они оба замечают, что узоры в сплаве напоминают их небесные карты. Люэ Сью задается вопросом, есть ли уровень выше, чем уровень А. Он начинает медитировать в своей комнате. Две туманные звезды на его небесной карте загораются, и когда он открывает глаза, то видит, что его тело окутано синим светом. Он берет со стола нож и режет себя, но не чувствует боли. Он понимает, что это второй слой туманности, который защищает от травм. Он думает, как там Лю Сиоюй. Тем временем Лю Сиоюй ворочается в постели, и ее небесная карта просыпается, где все туманные звезды очень темные. Одна из звезд просыпается и увеличивается, почти затягивая ее, как черная дыра. Утром Люэ Сью заходит в ее комнату, чтобы разбудить, и видит, что она стоит на кровати с черными глазами и зовет его. Ее глаза снова стали нормальными, и она обнимает его, говоря, что пробудила одну туманную звезду. Люэ Сью поздравляет ее, но хвастается, что уже пробудил две туманности, и она обижается. Он спрашивает, может ли она показать ему, как выглядит ее звезда, но она говорит, что не может, и вместо этого показывает, что она умеет делать, вызывая муравья на свою ладонь. Она объясняет, что ее способности позволяют ей чувствовать энергию умерших существ вокруг нее. Муравьишка умер накануне, и ей было грустно, но теперь она может вернуть его и управлять им. Люэ Сью кладет палец на ее ладонь, и муравей забирается на него. Он поражен, насколько реалистично выглядит муравей. Ему любопытно, и он спрашивает, может ли она сделать что-то еще. Они выходят на улицу, чтобы проверить ее способности. Лю Сиоюй демонстрирует свои способности, создавая маленькую черную птичку, которая летает вокруг и садится Лю Сью на плечо. Он спрашивает, как долго она может управлять птицей и не истощает ли это ее силы. Она объясняет, что ее способности не ограничены временем и не ослабляют ее. Она добавляет, что энергия концентрируется в черной дыре, и управлять ею легче. Однажды ночью Лю Сиоюй просыпается с темными глазами, но они быстро светлеют, и она радостно бежит в комнату Люэ Сью, громко стуча. Люэ Сью выходит и спрашивает, в чем дело, но видит перед собой мужчину, которого вызвала Лю Сиоюй. Люэ Сью видел этого мужчину накануне вечером, когда тот совершил ограбление и убийство. Решив вмешаться, Люэ Сью использует свои способности, окружив себя защитным светом туманности, чтобы защититься. Он отражает атаки мужчины и призывает свой волшебный меч из небесной карты, который смертельно ранит мужчину и убивает его. После этого меч возвращается к Люэ Сью. Люэ Сью хотел проверить способности Лю Сиоюй и убедился, что она может призывать этого человека, как и обещала. Люэ Сью говорит, что не испугался, а просто удивился ее прогрессу. Он спрашивает, может ли она контролировать свои силы, и она подтверждает, что может заставить его делать все, что захочет, просто подумав об этом. Она демонстрирует это, заставляя мужчину принять боевую стойку. Люэ Сью серьезным тоном предупреждает ее, чтобы она никому не рассказывала о своих способностях. Лю Сиоюй соглашается и говорит, что из воспоминаний этого человека узнала, где он спрятал украденные деньги. Она показывает Люэ Сью воспоминания, где мужчина и двое других просыпаются и закапывают деньги на вершине холма. На следующий день в школе ученики собираются на спортивной площадке, чтобы представить нового директора Ли Исио. Ли Исио говорит им, что нужно усердно учиться, и отпускает их, чем очень удивляет. В классе Даюань Лай Исио и Романи Фей показывают видео с тремя преступниками, сбежавшими после недавнего инцидента, один из которых был уровня D, а двое других уровня И. Преступник уровня D – тот самый, с которым сражался Люэ Сью. Ли Исио спрашивает, смогут ли ученики справиться с такими преступниками. Ронан Фей подает знак Ли Исио, который надевает мантию и официально представляется как их будущий начальник в небесной сети с кодовым именем и рангом уровня B. Он объясняет, что в ту ночь был замечен подозрительный человек уровня C, который одолел преступника уровня D с помощью меча и энергетического щита. Лай приказывает им сообщать ему или Романи Фей о любых появлениях этого человека уровня Си. Он заканчивает на позитивной ноте, сообщая, что с этого месяца они будут получать ежемесячные ресурсы для совершенствования. Духовные камни.
После занятий Лю Сюй спрашивает Джана, можно ли продать духовные камни на черном рынке. Джан удивляется, зачем Лю Сюй хочет их продать, если они нужны ему для совершенствования. Лю Сюй объясняет, что ему просто любопытно, и он чувствует, что если будет постоянно думать о деньгах, то не сможет сосредоточиться на практике. Даже с учетом духовных камней, Джон говорит, что их можно продать примерно по 100 юаней за штуку, и это радует Лу Сюя. Он сразу же спрашивает Джонга, не хочет ли тот их купить, но Цзян отказывается, говоря, что он поспрашивает. Лу Сюй настаивает на цене в 120 юаней. Лю Сюй отправляет свой номер для перевода денег, и Джан забирает камни, обещая перевести деньги, как только найдет покупателя. Позже Лю Сюй возвращается домой и снова начинает медитировать. На этот раз он становится более просветленным и активирует третью звезду туманности. Лю Сюй верит, что скоро достигнет уровня Си. Когда он выходит на улицу, ему звонит неизвестный номер. Оказывается, это его учитель, который срочно просит его поторопиться в школу, потому что машина скоро уедет, и он не должен опаздывать. Бронированный автомобиль везет их на задание. Лю Сюй спрашивает, куда они едут. Джан говорит, что открылись руины, и они должны их охранять. Лю Сюй спрашивает, не собираются ли они войти в руины. Джан говорит, что нет, потому что он всего лишь уровней, и организация боится, что они пока не смогут защитить себя, особенно такой человек, как Лю Сюй, который все еще находится на уровне F. Лю Сюй спрашивает, что это за руины. Цзян говорит, что руины, вероятно, были оставлены на Земле инопланетной цивилизацией. По словам Лю Сью, из-за изменений в окружающей среде в последнее время начали появляться руины, похожие на потусторонние. Он говорит, что где бы ни появлялись эти руины, они привлекают множество мастеров, которые сражаются за них. Потому что там есть травы, магические инструменты и, самое главное, окообразование. Если кто-то получит окообразование, то руины исчезнут. Лю Сью говорит, что все это звучит загадочно. Но тут Джан шепчет ему, что это единственные руины, которые открылись в стране. Они прибывают на место. Романе 11 фей объясняет, что миссия секретная и что они хотели привлечь их для практического обучения. Любой, кто проболтается или расскажет о миссии, будет не просто уволен, а предан военному суду. Студенты шокированы, но соглашаются. Они устраиваются и начинают практиковаться. Но Лю Сью решает побеспокоить старосту и зарабатывает несколько отрицательных баллов, отвлекая его. Лю Сью и Джан идут прогуляться по лагерю и видят гору, покрытую туманом. Лю Сью спрашивает, что это за туман. Джан говорит, что это портал в руины. Внезапно раздается сигнал тревоги, и туман начинает приближаться. Лай Сяо и Романи Фей кричат, чтобы они отступили и покинули гору, но туман движется быстро, и большинство из них оказываются в нем. Лю Сью и Джан тоже попадают в туман, который затягивает их. Лю Сью падает на землю в странном месте. Он встает, чтобы осмотреться, и вдруг в него летит топор, от которого он едва успевает увернуться. Он видит приближающегося зомби-скелета с топором в руке. Скелет нападает на него, но он уворачивается от всех ударов. Затем он выхватывает топор, вырывает его из рук зомби и бросает его на землю, разбивая на куски. Но скелет продолжает ползти к нему. Он отрубает зомби голову топором, наконец убивая его. Он рад, что нашел способ победить зомби. Он замечает еще двух приближающихся зомби и готовится сразиться с ними, легко расправляясь с ними, но тут к нему подбегают другие ученики и кричат, чтобы он бежал. Один из одноклассников просит его бежать, и он оборачивается и видит, что их преследуют зомби. Один из них прыгает на студента и убивает его. Лю Сью быстро обезглавливает атакующего зомби топором и начинает расправляться с остальными, пока они окружают его. Ему удается убить большинство из них, но один подкрадывается сзади. Он едва успевает отразить атаку топором, и они падают на землю, сцепившись. Лю Сью, один из студентов, спрашивает другого, стоит ли им помочь, но напуганный студент предлагает подождать и посмотреть, справится ли Лю Сью сам. Лю Сью наконец переворачивается и обезглавливает зомби. Он подходит к испуганным студентам и спрашивает, что они собираются делать. Они предлагают остаться на месте, потому что зомби ушли, и руины могут скоро исчезнуть. Лю Сью спрашивает, что они будут делать, если он решит уйти. Одна из девушек умоляет его остаться и защитить их. Он советует им бежать, если они увидят приближающихся зомби. Он говорит им, что зомби перестают преследовать их на определенном расстоянии, и что если они подойдут слишком близко, нужно отрубить им головы топором. Один из студентов предлагает, чтобы он остался, но Лю Сью решает иначе. Он оставляет им топор и уходит, сказав, чтобы они им воспользовались. Девушка говорит остальным, что если бы они помогли ему, он бы их не бросил. Затем они решают, кто из них возьмет топор. Лю Сюй бродит один по округе, думая о Сяо Юй, как вдруг слышит шаги.
Он готовится к нападению, и из-за угла появляется всадник-зомби, который чуть не пронзает его копьем. Лю Сюй перехватывает копье, и они начинают бороться. Зомби злится и получает очко, удивив Лю Сюй своими эмоциями. Он решает воспользоваться этим и вырывает копье у зомби, от чего тот падает. Подходят еще всадники-зомби, и Лю Сюй убегает, уводя их за собой. Он взбирается на холм, чтобы скрыться от них, но они продолжают преследовать его. Капитан кавалерии приказывает своим людям стрелять в Лю Сюй, который уворачивается и забирается выше. Капитан приказывает зомби остановиться, разозлив их и получив еще больше отрицательных очков. Лю Сюй прячется, наблюдая за тем, как на его экране отображаются очки. Капитан кавалерии приказывает своим людям отступить, а грустный зомби Лю Сюй, лишившийся оружия, наблюдает, как остальные уходят с копьями. Лю Сюй спускается и собирает оружие, меч, топор и копье, наполненные энергией человека. Он размахивает копьем, как мечом. Зомби возвращаются и нападают на него, но он легко побеждает их, используя копье, собирает их копья и привязывает к спине, прежде чем продолжить свой путь. Он находит укромное место на скале, медитирует и использует накопленные отрицательные очки, чтобы повысить свой уровень. Он выбирает небесный плод из предложенных вариантов и съедает его, чтобы обрести просветление, а 3 новые туманности наполняют его небесную карту силой. Воодушевленный, он продолжает свой путь. Тем временем сотрудники небесной сети собирают учеников класса Даюань. Они обсуждают, насколько легко напугать учеников и как они не умеют сражаться. Они решают, что первым делом нужно разобраться с капитаном кавалерии зомби, чтобы защитить остальных учеников. Они признают, что было бы идеально, если бы все ученики были как Лю Сью, понимая, что он не так слаб, как они думали. Они слышат шаги и прячутся, заметив проходящую мимо армию зомби. Они облегченно вздыхают, но потрясены, когда копье, наполненное энергией человека, уничтожает одного из всадников зомби. Они видят, как Лю Сью бросает копье и спрыгивает с холма, быстро расправляясь с другими зомби, прежде чем они успевают среагировать. Лидер приказывает своим людям помочь Лю Сью, но тот легко справляется с ситуацией, израсходовав всю энергию копья, прежде чем переключиться на меч и уничтожить оставшихся врагов. Лю Сью спокойно поворачивается к лидеру, который подходит к нему вместе с другими спасенными учениками и спрашивает, что происходит. Некоторые беспокоятся за безопасность Лю Сью, но когда лидер подходит к нему, чтобы заговорить, Лю Сью спокойно протягивает руку, забирая все оружие, что злит лидера и приносит ему еще больше отрицательных очков. Лю Сью начинает собирать все оружие, и лидер спрашивает, не Лю Сью он. Лю Сью с любопытством спрашивает, откуда лидер знает его имя. Лидер объясняет, что 2 учеников из специального класса города Лоу упоминали его, имея в виду тех, кого Лю Сью спас в самом начале. Лю Сью готов к бою, но лидер уверяет его, что они не собираются сражаться. Они всего лишь обычные воины небесной сети и ему не равня. Лю Сью решает отдать им только мечи, но предводитель настаивает, что им не нужно никакого оружия или доспехов. Лю Сью успокаивается и спрашивает, действуют ли они в одиночку, что они и подтверждают. Лю Сью спрашивает, почему они не уничтожили кавалерию зомби и где они прятались. Лидер не может ответить, поэтому Лю Сью спрашивает, что он планирует делать со всем собранным оружием, поскольку не может использовать его в одиночку. Как раз в этот момент к нему подходят другие ученики, и Лю Сью приходит в голову блестящая идея. Он объявляет, что продает копья, мечи и доспехи всем желающим, рекламируя их как лучшее оружие на свете, по цене 999 юаней за штуку. В порядке первый пришел, первый обслужен. Но Лу Сюй понял, что у нас нет наличных, так что никто не может заплатить. К нему подошел студент и попросил меч. Лу Сюй заметил на нем ценную нефритовую подвеску и предложил обменять ее на меч. Студент сердито отказался, из-за чего Лу Сюй потерял отрицательные баллы. Студенты и чиновники спорят между собой о том, что им делать. К Лу Сюю подходит чиновник с наручными часами стоимостью в 12 юаней и предлагает обменять их на меч. Лу Сюй без колебаний соглашается и обменивает меч на наручные часы. Лу Сюй продолжает делать распродажи, в то время как чиновники обменивают различные предметы на оружие и в итоге получает кучу драгоценностей, к большому разочарованию лидера. Они продолжают свой путь, уставшие от ходьбы, в то время как Лу Сюй радостно напевает себе под нос о своих парусах. Они решают отдохнуть на ночь, но внезапно поднимается сильный ветер и приближается угроза. Вожак предупреждает всех быть начеку, так как вокруг них в воздухе летают призрачные фигуры. Лу Сюй чувствует, что энергия, исходящая от призраков, похожа на энергию Сюю. Он чувствует, как меч на его небесной карте реагирует на присутствие призраков и пытается сдержать его. Пока он борется с мечом, его глаза светятся, и призраки видят, что он пылает духовной энергией, и пугаются и убегают. Все удивляются внезапному отступлению, но Лю Сью улыбается, зная, что именно он их напугал.
Они продолжают свой путь и, наконец, добираются до центра руин, испытывая облегчение и чувство выполненного долга. В пещере Льюис Ю начинает продавать оставшееся оружие другим чиновникам и студентам, которые собрались вокруг. Один студент из другого класса подходит к нему, надеясь познакомиться с мастером, победившим кавалерию зомби, но понимает, что Льюис Ю продает оружие. Разочарованный, студент начинает торговаться с другими, чтобы купить оружие. Одноклассник Льюис Ю пробирается сквозь толпу и сообщает ему, что мастер небесной сети хочет с ним встретиться. Он подходит к чиновникам, которые носят украшения, что раздражает Романи Фей и их лидера, которые удивлены действиями Льюис Ю. Романи Фей представляет его Джан Ютану, чиновнику класса С, который отвечает за руины во время их пребывания здесь. Джан благодарит Льюис Ю и другого студента Као за то, что они выделяются в своих группах, и говорит, что им понадобится их помощь. Он приказывает Льюис Ю прекратить продавать копья, на что Льюис Ю соглашается, демонстрируя украшения, которые он собрал. В сопровождении чиновников и коровы они подходят к отверстию в пещере. Джан выпускает энергию изнутри и сообщает, что глубина отверстия составляет 100 метров, а внутри находится пещера. Он предупреждает, что эти руины больше и уникальнее, чем все, что они видели раньше. Предупреждая об опасности, Джин приказывает одному из чиновников создать лестницу в пещеру с помощью своих способностей, а затем сделать отметки на стенах, чтобы освещать путь. Они спускаются, и Льюис Ю удивляется, что внизу есть свет, которого не было видно сверху. Сильный порыв ветра поднимается снизу, и грудь Льюис Ю начинает светиться, когда его меч реагирует на ветер. Лай и Сио настаивает, чтобы они продолжали спускаться. Внизу они попадают в ярко освещенное место и оказываются перед древним замком. Из ворот замка выбегает армия зомби во главе с капитаном кавалерии, у которого в руках светящийся шар. Он заявляет, что им не сбежать, и они должны остаться. Лай и Сио бросает ему вызов, говоря, что они останутся только если их пустят в замок, и начинается напряженная схватка. Лай и Сио приказывает чиновникам атаковать капитана кавалерии, надеясь заполучить его копье, которое может оказаться глазом формации, чтобы разрушить замок и заслужить похвалу. Лай Сио нападает с невероятной скоростью, но капитан защищается копьем, и начинается ожесточенная схватка. Лай Сио одерживает верх, и когда дым рассеивается, капитан убегает, но его лошадь убита, что еще больше его злит. Лай и Сио насмехается над ним, разжигая его гнев. Тем временем чиновники атакуют армию зомби, и начинается битва. Льюис Ю, не заинтересованный в сражении, решает поискать сокровища, а не вступать в бой. Пробираясь сквозь хаос, он проскальзывает в замок. Льюис Ю идет дальше, его меч светится, и он настороже. Почувствовав, что за ним кто-то наблюдает, он остается начеку и продолжает исследовать замок. Войдя в комнату, он вдруг получает сообщение от Лю Сиоюи на экране своего телефона. Она ругает его за опоздание и беспокоится о нем, что приносит Льюис Ю несколько отрицательных очков. Он задается вопросом, неужели Лю Сиоюи так сильно переживает, что не может уснуть. Пока он размышляет об этом, призрак, который следил за ним, пытается напасть на него из засады. Льюис Ю быстро уклоняется от атаки, откидываясь назад, и его меч выходит из тела, пронзая и уничтожая призрака. Продвигаясь вглубь замка, Льюис Ю находит пушистого друга, который сидит у него на плече. Они направляются к центру города, и Льюис Ю открывает дверь, ожидая увидеть внутри демона. В зале Льюис Ю видит статуи самураев. Любуясь их копьями, он думает, не продать ли их. Когда он подходит ближе к одной из статуй, он чувствует что-то позади себя и оборачивается, чтобы увидеть, как статуи оживают, их глаза светятся красным. Ближайшая к нему статуя угрожающе двигается, а остальные в зале начинают собираться вокруг него, готовясь к нападению. Льюис Ю достает копье, и его меч тоже появляется, готовый к бою. Однако, когда статуи замечают его меч, они возвращаются в исходное положение. Льюис Ю, видя это, убирает копье и крепче сжимает меч. Он подходит к ближайшей статуе и требует копье. Но статуя отказывается, и это вызывает у Льюис Ю несколько отрицательных очков. Он угрожает ей мечом, и статуя отдает копье. Льюис Ю повторяет это с другими статуями, пока не соберет все копья. В конце зала Льюис Ю находит стол со свитком, в котором указан путь к отступлению, и читает его. Тем временем капитан кавалерии, все еще сражающийся с Лай Сяо, внезапно прекращает бой и врывается в замок, оставив свое копье у директора. Лай Сяо разочарован тем, что копье не оказалось оком формации, так как руины не исчезли.
Капитан кавалерии врывается в зал и требует у статуи объяснить, что случилось с их копьями. Заметив Люэс Ю в конце стола, он бросается к нему, чтобы помешать ему взять печать. Когда Люэс Ю поднимает печать, капитан кавалерии подбегает к нему как раз в тот момент, когда печать оказывается в руках Люэс Ю. Время словно замирает, когда печать впитывается в грудь Люэс Ю, и все вокруг них начинает растворяться в сияющей печати. Армия зомби почти одолевает чиновников. Но время останавливается, и все превращаются в пыль. Замок, руины и все внутри них начинают распадаться, исчезая в печати, которую теперь держит Люэс Ю. Он забирает копье себе, чтобы оно не превратилось в пыль вместе с остальными руинами. В реальном мире туман на горе начинает рассеиваться, и все люди, которые были внутри руин, появляются снаружи. Выжившие испытывают облегчение, обнимают друг друга и благодарят за то, что остались в живых. Чиновники разбивают лагерь, чтобы лечить раненых и собрать информацию о выживших. Романи Фей записывает данные, когда вбегает Чжан, обеспокоенный тем, что Люэс Ю нигде нет. Романи Фей сердито защищает жертву Люэс Ю и предлагает Чжан поискать его тело. К всеобщему удивлению, Люэс Ю появляется, весь покрытый драгоценностями и с несколькими копьями, что всех ошеломляет. Чжан подходит к нему, радуясь, что Люэс Ю в безопасности. Люэс Ю объясняет, что Као велел ему зарегистрироваться и сдать оружие. Он идет, чтобы оставить копье, которое принес с собой, но случайно роняет его на стол, и тот ломается. Затем Люэс Ю идет искать Лю Сяоюй, которая из-за своих негативных эмоций заработала много штрафных очков. Он замечает на земле обертку от ее любимой еды и поднимает глаза, чтобы увидеть, что она сидит на ветке дерева. Он протягивает руку, чтобы обнять ее, но она спрыгивает ему на лицо. Люэс Ю пытается поговорить с ней, говорит, что она должна была ждать его дома, но она не слушает и осматривает его. Убедившись, что с ним все в порядке, она поднимает обертку от еды, а Люэс Ю садится на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. Она плачет от облегчения, радуясь, что с ним все хорошо и он не пострадал. Затем она тащит его домой, где Люэс Ю приводит себя в порядок. Он закрывает окно и просит Лю Сяоюй вызвать преступника уровня D. Она выполняет его просьбу. Используя свою силу, Люэс Ю создает две жемчужины, одну темную и одну светлую. Лю Сяоюй спрашивает, что это, и Люэс Ю объясняет, что жемчужины усиливают энергетические тела. Темная жемчужина была создана его мечом из поглощенной энергии призраков в руинах, а светлая из особого призрака, с которым он столкнулся. Люэс Ю решает испытать темную жемчужину на энергетическом теле преступника уровня D. Как только он дает ее ему, мужчина вскрикивает, его сила резко возрастает, и он начинает безудержно смеяться. Люэс Ю удивлен, как быстро жемчужина увеличила силу мужчины. Но Лю Сяоюй недовольна. Она говорит, что Люэс Ю сломал его непрекращающимся смехом. Она зовет его обратно, и мужчина исчезает. Пытаясь развеселить ее, Лю Сюй показывает ей еще один подарок – два фрукта, которые он нашел в руинах. Это очень радует Лю Сяоюй, и она с удовольствием их ест. Из спины Люэс Ю появляется пушистый зверек и начинает щебетать. Она находит его очаровательным и гладит его, спрашивая Люэс Ю, как он его приручил. Он объясняет, что это его новый друг, которого он встретил в руинах. Лю Сяоюй решает назвать пушистого зверька огненным зоопарком, потому что она дразнила его разными именами. Она дает ему кусочек чипсов, и пушистый зверек перестает шалить и с удовольствием ест. Она кладет пакетик с чипсами рядом с ним, обещая еще, если он будет хорошо себя вести, и огненный зоопарк послушно соглашается. Лю Сюй удивляется, как легко она приручила пушистого зверька всего лишь чипсами. Лю Сюй рассматривает печать из руин в своей комнате и обнаруживает ее необычные свойства. Медитируя, он погружает свое сознание в печать и видит, как он летит над окружающим пейзажем. Подчиняясь силе печати, он понимает, что это божественный артефакт, способный наблюдать за землей и управлять аурой. Размышляя о том, что генералу-кавалеристу тоже интересна эта печать, он сожалеет, что не может тренироваться с ней. Он замечает вторую печать внутри первой, окутанную тьмой. Заинтригованный, он погружает в нее свое сознание и оказывается в огромном пространстве. Там он находит спрятанные копья и большую закрытую дверь, за которой виднеется разрушенный замок. Решительно он толкает дверь, и она немного приоткрывается. Заглянув внутрь, он видит замок и понимает, что сможет попасть туда, когда научится открывать дверь. Это открытие наполняет его предвкушением будущих исследований с помощью печати. Позже Лю Сюй читает письмо, в котором Лю Сяоюй просит его о помощи. Он беспокоится о ней, но решает поднять себе настроение, сыграв в лотерею на своем экране. Однако каждый раз ему выпадает вонючий тофу, что его расстраивает. Он продолжает попытки, но каждый раз получает только ненужную еду. Разочарованный после многих попыток, он ложится на кровать, надеясь на удачу. На этот раз, нажав на кнопку ногой, он выигрывает жемчужину, похожую на морской фрукт.
Он съедает ее, и время ненадолго останавливается. Из космоса на Землю падает белая звезда, и он озаряется ее светом. Он оказывается в другом небесном пространстве, туманном и облачном. Он наслаждается покоем, но ненадолго. Решительно он пытается еще раз. Лю Сюй выходит на улицу, где сидит старик. Они обмениваются приветствиями, вспоминая, что давно не виделись. Лю Сюй благодарит старика за то, что тот помог ему выжить в руинах, и говорит, что без него он бы пропал. Лю Сюй спрашивает, за что борется организация. Старик объясняет, что небесная сетевая организация борется за интересы человечества и стремится к миру во всем мире. Лю Сюй смеется над этой идеей, что раздражает старика и приносит Лю Сюй несколько отрицательных очков. Лю Сюй уточняет, что он не насмехается над ним, а считает, что настоящий мир у каждого свой, и ему достаточно жить в мире с Лю Сюей. Старик берет меч Лю Сюй и уходит, объясняя, что если бы все думали так же, как он, то каждый бы шел своим путем. Но есть люди, которые злоупотребляют властью, становятся беззаконниками и издеваются над другими. Организация стремится уравновесить эти сильные и слабые стороны. Старик говорит, что скоро они начнут тренироваться в фехтовании, но советует Лю Сюй развивать духовное тело, что является неотъемлемой частью их практики. Он демонстрирует это, выпуская энергию меча в небо, от чего на мгновение начинается дождь. Он объясняет это тем, что использовал силу снежной горы Семи морей, которая связана с морским фруктом, который съел Лю Сюй. Лю Сюй спрашивает, когда он сможет достаточно натренироваться. Старик отвечает, что пока рано, и советует сосредоточиться на визуализации необходимой силы. Лю Сюй представляет себе дождевую тучу и направляет свою энергию на меч, создавая небольшой вихрь. Он делает выпад вперед и разрезает падающий лист пополам. Пораженный его успехами, Лю Сюй возвращается в дом и видит, что Лю Сюй только что проснулась. Она спрашивает, с кем он разговаривал, и он просит ее сесть и рассказывает хорошие новости, она может пойти в школу. Лю Сюй громко протестует, настаивая, что это не хорошие новости и она никуда не пойдет. Лю Сюй говорит, что она живет с ним с тех пор, как сбежала из приюта, и они могут позволить себе все необходимое, и что она не может сидеть дома весь день. Лю Ою соглашается, не желая лишиться любимой еды. Лю Сюй доволен, что его план сработал. Он отводит Лю Ою в новую школу, где она жалуется, что школьная сумка, которую он ей дал, выглядит по-детски. Он просит ее перестать ворчать и напоминает, что у всех есть школьные сумки. Он наклоняется и шепотом просит ее не показывать свою силу и не драться с одноклассниками. Она неохотно соглашается, все еще дуясь, и Лю Сюй уверяет ее, что придет время, когда она сможет раскрыть свои способности. В своей школе Романи Фей тепло приветствует Лю Сюй и благодарит его за вступление в организацию. Он объявляет, что Лю Сюй повысит до лейтенанта за его вклад в дело, и это радует Лю Сюй, ведь он получит более высокую зарплату. Романи Фей обнимает его, приветствуя как нового коллегу. Затем Романи Фей подходит к Као и остальным. Лю Сюй удивлен, ведь его впервые так тепло встречают. Лай Сио поднимается на сцену, и Романи Фей просит студентов выстроиться в ряд. Лай и Сио приветствует их и начинает свою речь, но запинается и достает листок с текстом. Он произносит речь, рассказывая об истории фонда и предстоящих трудностях, призывая их не сдаваться, несмотря на риски. Лай и Сио произносят клятву, которую дают все студенты, хотя некоторые из них нервничают. Он прощается с ними и уходит со сцены. Лу Сью продолжает тренироваться со стариком, который обучает его технике дянзи, известной своей эффективностью при минимальных усилиях. Старик сравнивает эту технику с тем, как стрекоза вызывает рябь на воде, несмотря на свой вес. Лю Сью старательно отрабатывает взмахи мечом, как ему сказали, сосредотачиваясь на кучевых облаках в облачном царстве. Сначала облако реагирует агрессивно, но Лю Сью продолжает и начинает контролировать его движение. Несмотря на прогресс, полностью подчинить себе облако оказывается непросто. Старик советует ему запастись терпением, ведь вызвать дождь с помощью кучевого облака – непростая задача. Лю Сью размышляет о разнице между физической силой, которую он развивает, тренируясь с мечом, и тонким контролем, необходимым для управления облаками. Старик делится с ним своим убеждением, что в прошлом люди боялись, что облака обрушатся, и это, как ни странно, кажется Лю Сью скорее захватывающим, чем пугающим. Не обращая внимания на нестандартное мышление Лю Сью, старик продолжает обучать его технике владения мечом. Вместе они отправляются в царство облаков, где Лю Сью успешно вызывает дождь, овладев контролем над облаками. В реальном мире взмах меча Лю Сью создает мощную волну, демонстрируя хорошую технику боевых искусств.
Старик замечает его успехи и впечатлен его прогрессом и мастерством. Лю Сью спрашивает, что это значит, так как он не знаком с этим термином, и получает от старика несколько отрицательных оценок. Когда Лю Сью вслух задается вопросом, почему он может превращать облака в дождь, старик предостерегает его от излишней гордости, объясняя, что впереди еще много шагов. И нужно превратить дождь в реку, а реку в океан. Он объясняет, что 7 морей Снежной горы постоянно меняются, и для этого нужно постоянно тренироваться. Старик с благодарностью принимает предложение Лю Сью взять с собой Лю Сюэ в летнюю поездку, так как он устал целыми днями читать книги. Лю Сью и Лю Сюэ садятся в автобус, чтобы отправиться в путешествие. Лю Сью замечает своего знакомого священника, но они не разговаривают. Лю Сюэ с удовольствием устраивается на своем месте. В автобус заходит группа людей, которые, кажется, не в восторге от Лю Сью, судя по их презрительным взглядам. Когда автобус наполняется, гид представляется и рассказывает о маршруте. Они посетят гору Рю, разобьют лагерь у близлежащего озера, а затем поднимутся на гору. Лю Сью наблюдает за своим знакомым, который сосредоточенно смотрит на компас в своих руках. Экскурсовод рассказывает им легенду о горе Рю. Когда они приходят к озеру, все разбивают палатки. Лу Сью и Лю Сюэ смотрят на озеро. Лу Сью спрашивает, что было самым счастливым моментом в ее жизни, и она сначала вспоминает, как он покупал овощи и готовил ужин. Но когда он просит ее быть серьезной, она признается, что самое большое счастье для нее – это есть вместе с ним. Лу Сью улыбается, вспоминая, как они вместе ели, и это тоже было для него самым счастливым временем. Вдруг он что-то чувствует и оборачивается, чтобы увидеть Лян Ци, который проезжает мимо них на мотоцикле. Он спрашивает себя, куда направляется фокусник. Он замечает, что Лян Ци еще не поймали, и чувствует, что энергия Лян Ци стала сильнее. Лю Сюэ спрашивает, что случилось, но Лу Сью отмахивается, говоря, что все в порядке. Уже ночью Лу Сью провожает Лю Сюэ до ее палатки, хотя она и говорит, что он обращается с ней как с ребенком, который должен ложиться спать в определенное время даже на улице. Когда они устраиваются, Лу Сью замечает, что мимо проезжает колонна машин, в которых едут Лян Ци и его бывший знакомый. Заинтригованный, Лу Сью решает пойти за ними на поляну, где они остановились. Он думает, что там могут быть развалины. Он хочет сообщить об этом, но сомневается. В этот момент его зовет Чжан и спрашивает, что он здесь делает. Лу Сью объясняет, что он взял Лю Сюэ с собой в поездку, и Чжан говорит, что по слухам скоро здесь появятся развалины. Организация проводит расследование, и они собирались найти Лу Сью, чтобы он присоединился к ним. Чжан упоминает, что студенты из класса Дай Юань, которые хорошо себя проявили, получили доступ к руинам. Лу Сью соглашается, говоря, что раз уж он здесь, то может пойти с ними. На следующий день некоторые пассажиры начинают спорить с гидом из-за внезапного окончания экскурсии. Они требуют вернуть деньги, но гид объясняет, что только туристическое агентство может это сделать. Лу Сью и Лю Сюэ подходят к группе, и гид спрашивает, куда они направляются. Лю Сюэ говорит, что они идут к соленому озеру, и упоминает о предстоящих раскопках, что удивляет остальных. Лу Сью, Лю Сюэ и Чжан проходят через ограждение к озеру. Охранник сначала останавливает Лю Сюэ из-за отсутствия у нее необходимых документов, но Чжан показывает документ, который убеждает охранника пропустить их после проверки у начальства. Они подходят к лагерю у озера, и Лю Сюэ впечатлена подготовкой к раскопкам. На следующий день представители конкурирующей организации собираются, чтобы принять участие в раскопках и проникнуть внутрь. Их лидер обращается к ним, объявляя о скором открытии новых раскопок и назначая себя их руководителем. Их цель – устранить любые препятствия в раскопках и уничтожить формационный глаз. Все готовятся, и они начинают входить в руины через туман. Лю Сью советует Лю Сюэ, что если они разделятся в руинах, то ей нужно будет идти к центру руин, где он ее встретит. Затем они входят в туман. Лю Сюэ рада наконец-то сражаться вместе с ним. Лу Сью оказывается в лесу. Остальные участники жалуются на странное окружение. Лу Сью вспоминает совет Чжана о нестабильной духовной энергии в руинах и ищет более плотную энергию, которая находится в центре руин, и находит ее. Следуя за своей группой, они выходят на поляну в лесу и решают идти дальше, чтобы найти другую группу. Лю Сюй предлагает разбить лагерь здесь, указывая на кости животных и необычные деревья, но они не обращают внимания на его слова и уходят без него. Лю Сюй остается, предупреждая, что если они встретят опасность, то должны бежать, и беспокоится за Лю Сюй. Тем временем Сюй ищет Лю Сюй в лесу и встречает животных. Кошка шипит на нее, но она корчит ей рожицы. Внезапно к ней подходит большой кабан, но она вызывает своего телохранителя, мужчину из класса D, который смеется и отпугивает кабана.
К утру она приручила кабана и ездит на нем верхом. Встретив группу людей, которые удивляются ее навыкам, она говорит, что контролирует зверя. Она спрашивает, не видели ли они Лю Сюй, и идет в указанном ими направлении. Лю Сюй, сидя на ветке, замечает приближающуюся другую группу. Они ищут безопасное место для ночлега до заката. Лю Сюй слушает их разговор и думает, как набрать отрицательные очки. Когда они устраиваются на открытом месте, их лидер предупреждает о приближении животных, но это оказывается Лю Сюй, который выходит из укрытия. Когда его спрашивают, откуда он шутит, что прилетел с востока, что раздражает группу и приносит ему отрицательные очки на экране. Размышляя о набранных очках, он понимает, что одно имя написано цифрами, что может означать, что это шпион. Присоединившись к группе в их путешествии, Лю Сюй придумывает, как поймать шпиона, и решает, как заставить его потерять бдительность. Когда леопард почти нападает на одного из учеников, Лю Сюй бросается вперед и спасает его. Лидер группы и два чиновника расспрашивают Лю Сюй о его действиях. Он объясняет, что прогнал животное вместо того, чтобы убить его, потому что это было бы жестоко, и это вызывает неоднозначную реакцию, но больше отрицательных оценок. На экране отображается количество набранных им баллов, но затем он видит, что у одного из чиновников в качестве имени стоит номер. Лю Сюй подозревает, что это может быть шпион. Лю Сюй наслаждается своим вонючим тофу, а шпион внимательно за ним наблюдает. Вскоре после этого шпион нападает, усыпив всех остальных. Не подозревая об этом, Лю Сюй отправляется на поиски шпиона. Пока он бежит по лесу, его пытаются поймать лианы, но он легко их рассекает. Лю Сюй зовет шпиона, который прячется на дереве, и тот бросается в атаку. Лю Сюй легко отбивается, ударяя его ногой в лицо и задевая подбородок. Лю Сюй достает свое копье, удивляя шпиона, и показывает печать на ладони. Несмотря на попытки шпиона дать отпор, Лю Сюй обезоруживает его и бросает на землю. Шпион бросает в Лю Сюй ножи, но тот уворачивается и в ответ бросает копье, едва не попав в шпиона и разрезав дерево. Шпион прижимается спиной к дереву, а Лю Сюй забирает у него одежду и оружие, требуя рассказать, сколько еще шпионов. Шпион утверждает, что он один, но Лю Сюй ему не верит и притворяется, что он специальный агент, посланный Скайнотом, чтобы ловить шпионов, и что он обезвредил шпиона в горах. Шпион признается, что есть и другие с кодовыми именами, и рассказывает, что им приказали убить Чэнь Бэйли. Он сообщает секретный код для связи с остальными, основанный на их кодовых именах по знакам зодиака. Лю Сюй понимает, что если их поймает Чэнь Бэйли, то у них не будет ни единого шанса. Шпион признается в своей миссии и просит пощады, на что Лю Сюй соглашается. Но прежде чем они успевают продолжить разговор, на них нападают лозы и затаскивают шпиона на дерево, несмотря на попытки Лю Сюя спасти его. Все просыпаются и обнаруживают, что учитель Лилай пропал. Неожиданно выясняется, что шпион – это учитель Лилай, и лидер решает отправиться на его поиски, а некоторые ученики вызываются помочь. Несмотря на все усилия, они не находят никаких следов и очень устают. Лидер неохотно решает прекратить поиски, чтобы не подвергать опасности других. Лю Сюй, довольный очками, которые он заработал, пытаясь раскрыть тайну шпиона, пытается открыть седьмую звезду на своей небесной карте. Но к его разочарованию, седьмая звезда поглощает его энергию, но не пробуждается, оставляя его злым и разочарованным. Лю Сюй разочарованно открывает глаза, но затем смотрит вперед с дерева, на котором сидит, и видит хаос. Он бросается туда, ориентируясь по компасу на странную духовную энергию. Добравшись до места, он видит кружащийся вихрь. Он быстро накрывает себя своей энергией и пытается разрушить вихрь. Пробиваясь сквозь ветер, он добирается до его центра и разбивает его на части, раскидывая их по лесу. Блу Ишу направляется туда, где находится заклинатель. Огненный ветер плавит ветки, уничтожает все, на что попадает. Лю Сюй сталкивается с рассерженным заклинателем, который хочет сразиться, но видит, что тот ранен. Заклинатель пытается создать еще один вихрь, но Лю Сюй рассеивает его, прежде чем тот успевает сформироваться. Заклинатель убегает, а Лю Сюй преследует его с мечом. Заклинатель пытается напасть на Лю Сюя, но тот быстро отбивает атаку мечом и ранит его в лицо. Испугавшись, заклинатель видит, как его жизнь проносится перед глазами, представляя свои собственные похороны. Он скорчился от боли, но приготовился бросить песчаную пулю, целясь в Лю Сью. Меч попытался отразить пулю, но не успел, и несколько пуль пролетело мимо меча, едва не задев Лю Сью. Заклинатель пожалел, что недооценил Лю Сью, поняв, что тот сильный противник. Но одна пуля почти попала в него, и Лю Сью активировал свою небесную карту, открыв следующий уровень для пробуждения седьмой звезды. Звезда пробудилась и полетела к нему, озаряя его и превращаясь в волшебную палочку. Лю Сью открыл звезду, поняв эмоции души, испытав одновременно счастье, грусть, гнев и страх. Он взмахнул палочкой, пронзив все песчаные пули и, попав во врага, мгновенно убив его. Враг исчез под землей, превратившись в песок. Души врага взлетели в воздух, и Лю Сью увидел, как духи поблизости почувствовали исчезновение врага.
На следующее утро Лю Сяоюй наконец нашла Люэ Сью и была рада его видеть. Она рассказала ему подробности о шпионах. Они заметили нескольких шпионов на деревьях, которые вели наблюдение. Лю Сяоюй предложила использовать своих животных для атаки, но Люэ Сью сказал ей подождать. Сначала нужно узнать количество и силу шпионов. Поэтому он решил провести расследование. Она спросила, как они будут общаться, и он решил использовать белку в качестве посыльного. Подойдя к месту, где были шпионы, Люэ Сью увидел, как парень вышел на поляну. 3 наблюдателя спрыгнули вниз, и парень начал подавать им знаки руками. Наблюдатели повторили его жесты, показывая, что он прошел проверку и ему можно доверять. Люэ Сью вспомнил, что шпион сказал, что код – это 3-я цифра их знака зодиака. Люэ Сью размышляет, в чем его собственный секрет. Он переодевается в одного из них и подходит к поляне. Появляется дозорный, и Люэ Сью начинает делать знаки, беспокоясь, правильно ли он их показывает. Дозорный повторяет его знаки, показывая, что он прошел испытание и может идти дальше. Войдя в пещеру, Люэ Сью оказывается на другой стороне, где видит розовый пейзаж и большое розовое дерево в центре развалин. Увидев остальных, он присоединяется к ним. Лидер объявляет, что они первыми добрались до развалин, и объявляет победу. Люэ Сью понимает, что их слишком много, чтобы справиться с ними в одиночку. Люэ Сью чувствует их духовную энергию, пока изучает их. Он замечает, что у некоторых мало энергии, у некоторых она класса S, а у других класса D. Продолжая осматриваться, он замечает 4, которые изучают дерево. Он улыбается, чувствуя, что у этих 4 нет духовной энергии. Он собирается уходить, но что-то его настораживает. Он понимает, что у этих 4 есть духовная энергия, но они ее блокируют, и они очень сильны. Один из них осматривает дерево и обнаруживает проход с другой стороны, закрытый ветками и корнями толщиной около 2 метров каждый. Он объясняет, что дерево закрывается днем и открывается ночью. Лидер шпионов говорит парню, что они не могут ждать до ночи. Опасаясь, что Чен Бейли может скоро прийти, он приказывает парню открыть дерево. Ребята бросают в дерево 2 огненных шара, и оно взрывается. Когда дым рассеивается, отверстие, которое они проделали, тут же затягивается корнями. Они понимают, что растение уменьшает воздействие их силы. Люэ Сью видит это и решает, что лучше задержать их до прихода Чена Бейли. Лян Ци вдруг замечает Люэ Сью и узнает его. Он окликает его, и остальные тоже узнают его. Лидер спрашивает, что происходит. Лян Ци рассказывает, как он пытался сжечь Люэ Сью, но тому ничего не сделалось. Священник упоминает, что Люэ Сью следовал за ними в экскурсионном автобусе. Лидер приказывает своим людям окружить Люэ Сью и обнажить мечи. Люэ Сью игнорирует их и идет к лидеру, но люди останавливают его. Люэ Сью показывает кодовое слово и говорит, что он использует псевдоним Лили. Он утверждает, что у него есть важная информация. Лидер убеждается, что Люэ Сью один из них, когда один из людей подтверждает, что у Люэ Сью есть псевдоним, и они позволяют ему говорить. Люэ Сью сообщает лидеру, что Чен Бейли мертв, и это шокирует всех. Лидер спрашивает, откуда он знает, и Люэ Сью говорит, что видел это своими глазами. Он показывает им белый песок, который, как признает лидер, является глубоководным белым песком. Люэ Сью объясняет, что кто-то просверлил песок в Чен Бейли, и тот умер от потери крови. Человек сбежал, получив ранение от меча Чен Бейли, и забрал песок в качестве доказательства. Лидер спрашивает о теле Чен Бейли, и Люэ Сью говорит, что бросил его в бассейн, чтобы организация не нашла его. Лидер от души смеется и объявляет людям, что Чен Бейли мертв, и они радуются. Он говорит Люэ Сью, чтобы тот отныне следовал за ним, и обещает наградить его, когда они вернутся в сокровищницу Бога, так называется их организация. Священник и Лян Ци приходят к выводу, что Люэ Сью должно быть был шпионом. Люэ Сью подтверждает это, говоря, что его послала организация, и он не мог выдать себя, особенно когда Лян Ци попал в беду из-за сети. Командир соглашается, подчеркивая, что миссия организации превыше всего. Он говорит Лян Ци, чтобы тот не принимал это близко к сердцу, ведь организация приняла его, но теперь он должен проявить себя. Лян Ци соглашается делать то, что они просят. Лян Ци подходит к дереву и начинает его поджигать, но корни не поддаются. Он продолжает жечь, и к нему подходит священник, спрашивая, зачем он это делает, и предлагая отказаться. Лян Ци говорит, что не может предать организацию, ведь они его спасли, но священник должен доверять его решению работать на них. Командир получает информацию и кричит на Лян Ци, чтобы тот остановился. Им сообщили, что ученики из класса Да Юань добрались до руин в центре. Люэ Сью рад видеть своих товарищей. Командир подходит к нему у входа, и Лян представляется лейтенантом отряда.
Командир показывает свое удостоверение. Лян спрашивает, как они добрались сюда раньше, ведь они видели вспышку пламени, когда вошли. Командир объясняет, что они проводят расследование, так как в руины проникли посторонние, и из-за вчерашнего инцидента они должны быть осторожны. Один из одноклассников говорит Лян Ци, что они столкнулись с проблемой при построении. Командир говорит, что они проведут расследование перед тем, как войти, и Лян соглашается. Он уходит, но его людям приказывают напасть на учеников. Луис Ю вмешивается, посылая своего пушистого друга. Когда люди собираются напасть на учеников, пушистый друг подходит к Лян Ци и знаками объясняет ситуацию. Лян Ци понимает и видит их план нападения, предупреждая Као как раз вовремя, прежде чем на нее нападают. Она уклоняется от атаки и контратакует, а другие ученики побеждают того, кто пытался напасть на нее. Лян Ци объявляет, что на них напали и готовится к бою. Студенты готовятся к бою, и между ними и шпионами завязывается драка. Их главарь спрашивает, как студенты узнали, что они шпионы. Пушистый друг возвращается к Луис Ю, и тот рад, что все обошлось, и доверяет Джану, что тот справится с ситуацией. Главарь приказывает своим людям атаковать, потому что их больше. Студенты проигрывают. На одного из них почти нападают, но Као его спасает. Джан приказывает им драться спиной к спине и не разделяться. Луис Ю дает пушистому другу указание, рисуя знак на ладони. Пушистый друг отправляется передать сообщение. Лю Сиоюй со своими друзьями-животными приходит и видит, что началась драка, но не видит знака Луис Ю. Пушистый друг показывает ей, что Луис Ю нарисовал знак вперед. Шпионы думают, что окружили студентов, но тут врываются животные и начинают расправляться со шпионами. Лю Сиоюй показывает Джану большой палец, и он объявляет остальным, что животные их союзники, и это меняет ход битвы в их пользу. Главарь в ярости и приказывает Лян Ци продолжать сжигать корни, а остальные присоединяются к драке. Луис Ю кричит Лян Ци, чтобы тот продолжал сжигать корни. Джан прорывается сквозь драку и идет к главарю, но тот передает бой Лян Ци. Лян Ци атакует его фениксом. Джан перепрыгивает через него, чтобы сразиться с ним, но Феникс отлетает назад и сжигает Джана. Другой парень бросает звездочки ниндзя в Джана, но Као прыгает и спасает его, блокируя звездочки. Шпионы окружают Джана и Као, готовые напасть. Один хитрый шпион собирается напасть на них со звездами ниндзя. Но Лю Сюй призывает свой бочонок и использует его, чтобы контролировать шпиона, заставляя его бросать звезды в своих же людей. Затем Лю Сюй объявляет его шпионом и вырубает, прежде чем тот успевает защититься. Лидер говорит, что нельзя терять время, и они идут к руинам. Он достает свой меч, и Лю Сюй понимает, что это необычный меч. Лидер класса B, одним взмахом меча он разрушает корни, не давая им восстановиться. Лидер и его люди спускаются вниз по лестнице. Лю Сюй беспокоится о Лю Сиоюй, но спускается следом. Лю Сиоюй видит это и не хочет оставаться наверху, поэтому пытается спуститься за ним, но шпионы останавливают ее. Остальные члены сети наконец добираются до центра, и шпионы начинают отступать, пытаясь прорваться вниз по лестнице. Лидер, его люди и Лю Сюй заходят внутрь, когда одного из них хватают за шею и душат, пугая остальных. Лян Ци пытается пробиться к группе, но его отталкивают. Увидев приближающихся членов сети, он быстро создает огненную стену, чтобы задержать их, но один из чиновников перепрыгивает через огонь, готовый сразиться с ним. Лян Ци собирается атаковать его огнем, но знакомый подсыпает ему в лицо голубую пыль, ослабляя его и разрушая огненную стену. Лян Ци называет его предателем и сообщает об этом чиновнику. Чиновник бьет Лян Ци, и тот теряет сознание. Чиновники арестовывают всех шпионов. Джан оставляет их с чиновником, а Цзан продолжает следовать за ним. Они спускаются вниз по лестнице, и Лю Сиоюй следует за ними, пытаясь прогнать кабана вниз по лестнице. Джан и его группа проходят через дерево, гадая, куда делись шпионы. Когда Као указывает на кого-то, кто обмотан лианами, они подходят ближе и видят человека, которого оплели лианы. Внезапно на Джона нападают существа, сделанные из лиан, но Као спасает его, пронзив существо мечом. Они начинают сражаться с существами, легко их побеждая. Но потом ситуация ухудшается, земля начинает дрожать, и появляется огромный цветок с лианами, которые начинают опутывать их одного за другим. Джон прорубает лианы, и корова делает то же самое, оказываясь сильнее. Но одного из шпионов, пойманного лианами, цветок почти съедает. Лю Сиоюй спасает его вместе со своим кабаном, запрыгивая на цветок и ударяя его, отчего цветок падает. Так они видят его сердцевину, и Джон расчищает путь корове, которая подпрыгивает и бросает копье в сердцевину, разбивая ее. Цветок уничтожен, а те, кого он поймал, освобождены. Один из них спрашивает Цзян, не это ли глаз формации, но тот отвечает, что они бы отреагировали иначе, если бы столкнулись с глазом формации. Лю Сиоюй нетерпеливо спрашивает, в каком направлении ушел Луис Ю.
Тем временем группу шпионов опутывают лианы. Лю Сью видит, как существа нападают на тех, у кого высокая духовная энергия, даже заталкивая одного из них в пасть чудовища. Остальные пытаются спастись или помочь своим товарищам выбраться из лиан. Лидер приказывает им собраться вокруг него, и они все так и делают, создавая щит из духовной энергии, который отпугивает всех существ. Он приказывает им держаться вместе, обещает, что сам найдет нужные предметы и предупреждает, что тот, кто отойдет от щита, не будет защищен. Лю Сью вынужден идти среди них, и ему это не нравится. Он думает, как бы сбежать, и решает сделать что-нибудь вонючее, чтобы все начали жаловаться, и он заработал бы отрицательные очки. Но они не останавливаются, потому что у них есть противогазы, чтобы не чувствовать запах, который, по мнению лидера, исходит от какого-то растения. Вдруг снова появляются существа, не боящиеся энергетического щита. Лидер говорит, что их привлек запах, и объявляет, что нужно выяснить, кто виноват. Мужчины начинают обвинять друг друга, и Лю Сью размазывает вонючий тофу по одежде одного из них. Вскоре барьер разрушается, и лидер приказывает всем бежать. Когда существа нападают на них, Лю Сью продолжает свой коварный план с вонючим тофу. Но один из них ловит его с поличным и называет шпионом. Лю Сью размазывает тофу по лицу этого парня и убегает. Существа нападают на него, но он легко их рубит. Лю Сью призывает еще больше вонючего тофу и бросает его в них, заставляя существ нападать друг на друга. Парень отбивается от них, а затем идет за Лю Сью, но Лю Сью, повернувшись к нему спиной, призывает трупного пса, который перерубает меч парня пополам. И тот тяжело падает на землю. Но парень не сдается и поднимает сломанный клинок, чтобы снова напасть. Но Лю Сью приказывает трупному псу напасть сзади и убивает его. Он идет по компасу к центру руин. Он видит, как лидер и двое его людей входят в центр. Командир поджигает фитиль. Лу Сью наблюдает за ними, чувствуя, как энергия деревьев в лесу собирается в лозе и направляется к огромному цветку в комнате. Кто-то предлагает срезать цветок, чтобы не дать глазу полностью развиться. Но командир говорит, что Чен Бэйли мертв, а студенты, скорее всего, будут побеждены монстрами, так что у них есть время найти решение. Лу Сью смеется, потому что знает, что ничего этого не произойдет. Он пробирается в комнату, но командир замечает его и поворачивается, замахиваясь мечом. Лу Сью едва успевает увернуться. Они окружают его, требуя, чтобы он представился. Лу Сью говорит, что он лейтенант контрразведки и показывает свое удостоверение, но быстро прячет его, чтобы они не увидели. Это их раздражает, и он теряет несколько очков. Командир говорит, что в Драгнете нет такого отдела, но Лу Сью настаивает, что есть, и что контрразведка отвечает за поиск шпионов. Он утверждает, что этот отдел находится под его юрисдикцией, и это имя, кажется, удивляет командира. Командир дает им последний шанс сложить оружие. Когда командир бросается на него, Лу Сью достает печать, которая излучает яркий свет и временно ослепляет их. Когда свет исчезает, Лу Сью убегает в противоположном направлении. Они преследуют его, но он подпрыгивает в воздух и обнажает меч. Они блокируют его атаки, и он отбивается от них мечом, призывая копья и бросая их в командира. Командир легко отбивает все копья, не получая никаких ранений. Ли Сью достает меч из инвентаря и готовится сразиться с лидером. Лидер смеется, насмехаясь над Ли Сью, и говорит, что он просто зря умрет. Ли Сью не обращает внимания на его слова, сосредотачивается и направляет энергию своего меча. Он призывает грозовую тучу, и на его меч падает капля дождя. Ли Сью направляет меч на лидера. Вода превращается в меч, но лидер блокирует удар своим мечом и наносит ответный удар, целясь в шею Ли Сью. Ли Сью уворачивается и наносит ответный удар, раня лидера в шею. Двое других противников готовятся напасть вместе, понимая, что недооценили Ли Сью. Ли Сью пытается повторить трюк с дождем, но на этот раз у него не получается. Они уже готовы напасть на него, когда земля начинает дрожать. Ли Сью видит, что Лю Сюою и другие ученики возвращаются. Он рад, что она жива. Но вдруг вход в пещеру перекрывают лианы, и пробуждается страж формации, отрезая им путь к отступлению. Лидер приказывает двум другим пожертвовать собой, и они без колебаний отдают ему свою кровь. Она наполняет его тело жизненной силой. Ли Сью оказывается в ловушке, сражаясь с лидером и стражем формации, который появился из цветочного монстра. Ли Сью пытается атаковать мечом, но не может прорубить лианы, и монстр посылает свои щупальца в его сторону. Ли Сью изо всех сил пытается защититься, но лидер и лианы нападают одновременно, и ему становится все труднее отбиваться. Его бьют и пинают, и ему все сложнее защищаться.
Отчаянно пытаясь вырваться, Лю Сюй пытается добраться до выхода, но главарь бьет его кулаком в живот, и лозы опутывают его, притягивая к пасти монстра. Лю Сюй боится, что это может стать для него концом. Тем временем снаружи Лю Сюй и Джан пытаются убрать лозы, преграждающие путь. Лю Сюй кричит, боясь, что Лю Сюй погиб. Вдруг кто-то заходит в пещеру и разрезает лозы, спасая Лю Сюй. Монстры поворачиваются к новой угрозе, и оказывается, что это Нитин, чье появление шокирует главарей. С невероятной скоростью Нитин бросается к монстру и без труда убивает его. Главарь, истекающий кровью, хвастается своей непобедимой силой высшего уровня B-класса и готовится убить Лю Сюй. Но прежде чем он успевает нанести удар, Нитин вмешивается, отражая его атаку и уничтожая его духовной энергией. Лю Сюй благодарит Нитина и спрашивает, почему он не вмешался раньше. Нитин объясняет, что хотел посмотреть на Лю Сюй в действии. Лю Сюй в шутку спрашивает, хорошо ли он справился, и Нитин признает его потенциал, но говорит, что всегда есть к чему стремиться. Перед уходом Нитин говорит, что уже заблокировал глаз формации и приглашает Лю Сюй навестить его, когда тот вернется. Когда руины начинают исчезать, все возвращаются в реальный мир. Чжан и остальные подбегают к Лю Сюй, радуясь, что с ним все в порядке. Лю Сюй подъезжает к нему на своем кабане и прыгает ему в объятия, слезы текут по ее лицу. Она говорит, что думала, что он погиб.